Ну вот, смонтировали мы нашу сигнализацию. Так, как вопрос решили с вот этими воротами, получается? Вот такой датчик, да, его не так просто прикрепить к воротам, его как бы просто так не сделать никак. Ну вот решили вот так вот ухитриться, что вот сделали. Из пластинок вырезали такие, получается, зазор, чтобы был от воротин. И здесь тоже вот так вот. И датчик идеально, получается, прилегает. Вот, видите, да? То есть получается, когда ворота будут, ну, то есть когда сигналка будет на охране и ворота будут разомкнуты, то она просто сработает. Я сейчас пока не буду показывать, потому что нам еще в приложение надо все это прописать. Будет запуск сигнализации. Ну а так решение вот такое вот. Обычная пластинка из-под, вот эти, знаете, да, наверное, как гипсокартон, короче, к ним пристегивать. Вот. Что еще? Здесь получается у нас вот блок поставили, видеокамеру, датчик протечки воды, пожарный датчик. Ну и в принципе все. Сейчас будем тут Wi-Fi сетку настраивать. К Wi-Fi будем подключать наш блок. Также симка стоит. Если интернет уйдет, он будет передавать данные по сим-карте. СМС швырять, уведомления. Если тут пожар 80, скажем, там будет. Вот датчик движения. Если кто-то зайдет, он сразу спалит. Ну как бы так. Все беспроводно. Все беспроводно. Камеру еще настроим. Камера будет настраиваться. Камера поворотная. Батарейки везде менять очень легко. Вот ставим датчики. Вот просто берем его, отщелкиваем. Вот батарейка обычно компьютерная. Поменяли, защелкнули и все там. Нет. Также в других датчиках. В этом датчике в пожарном кроновская батарейка стоит. Как бы. Здесь мы розетку протянули, вот так вот, 220 до камеры. Камера у нас работает от 220. И как бы датчик движения тоже беспроводной, там тоже батарейка обычно кроновская. Здесь у нас тоже батарейка крона. И вот датчик протечки воды. Вот так, если, допустим, попадет вода и переходит датчик, будет светить. Ну как бы вот такая вот сигнализация, очень даже неплохая. Есть тревожная кнопка вот такая вот.